В июле 1985 года полковника первого Главного управления КГБ СССР Олега Гордеевского, исполняющего обязанности резидента в Лондоне, срочно отзывают в Москву для повышения. Но вместо нового назначения его привозят на конспиративную дачу, где на протяжении нескольких часов допрашивают с применением психотропных препаратов, пытаясь выбить из него признание в измене. А через несколько дней, находясь под круглосуточным тотальным наблюдением элитного 7-го управления КГБ, он бесследно исчезает с одной из московских улиц. Как самому ценному агенту британской разведки в истории удалось совершить невозможное – буквально испариться из самого сердца вражеской столицы, из-под носа у лучших топтунов мира? Чтобы понять это, нужно вернуться на 17 лет назад, в тот день, когда идеалы одного человека разбились о гусеницы советских танков. Часть первая. Пражская зима. 1968 год. Для капитана КГБ Олега Гордеевского это должен был быть год триумфа. Он был образцовым советским разведчиком нового поколения, сын кадрового офицера НКВД, брат тоже сотрудник нелегальной разведки. Блестящий выпускник МГИМО, свободно говорящий на нескольких языках, знаток Скандинавии. Он был не просто исполнителем, он был идейным. Он верил в коммунизм, но не в сталинский казарменный, а в тот, о котором говорили на 20-м съезде, в социализм с человеческим лицом. И весной 1968 года ему казалось, что эта мечта сбывается. В Чехословакии под руководством Александра Дубчека началась Пражская весна. Отмена цензуры, экономические реформы, политические дискуссии. Гордеевский, работая в центральном аппарате в Москве, с восторгом читал донесения из Праги. Ему казалось, что это будущее всего социалистического лагеря, здоровый демократический путь развития, без диктатуры и страха. Этот мир рухнул в ночь на 21 августа. Новость о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию для оказания братской помощи стала для него личной катастрофой. Он, как и миллионы других, смотрел кадры кинохроники и не верил своим глазам. Советские танки на улицах Праги. Испуганные заплаканные лица чехов, которые бросали в них цветы и кричали «идите домой». Это не было братской помощью, это была оккупация, жестокое циничное подавление свободы. В этот день, как он позже напишет в своих мемуарах, в его душе что-то умерло. Вера в систему, которой он служил всю свою сознательную жизнь, рассыпалась в прах. Он понял, что его социализм с человеческим лицом – это лишь фикция, что в основе системы по-прежнему лежит не идея, а грубая тупая сила. И он, офицер КГБ, был частью этого зла, которое раскатало гусеницами пражскую мечту. Это был его личный идеологический разлом. Он не мог просто уволиться. Это было бы расценено как предательство, и его бы никогда не оставили в покое. Он не мог уйти в диссиденты, это казалось ему бесполезным донкихотством. И тогда он принял для себя другое, самое страшное и самое радикальное решение. Он решил бороться с системой изнутри, стать ее врагом, оставаясь в ее рядах. Через 2 года, в 1970 году, его, как и многих других молодых и перспективных сотрудников, отправили на работу за границу. Его назначили в резидентуру КГБ в Копенгагене. Дания, тихая, спокойная, демократичная страна, стала для него другим миром. Контраст с удушающей атмосферой брежневской Москвы был ошеломительным. Здесь он впервые увидел, что можно жить без страха, без лжи, без двоемыслия. И его решение окрепло. Он начал действовать. Он понимал, что просто прийти в британское или американское посольство и предложить свои услуги – это верный путь к провалу. Его могли принять за подставу, за провокатора, которых КГБ рассылал десятками. Нужен был тонкий, умный ход. Он начал подавать сигналы. Во время официальных приемов, встреч с дипломатами, он как бы случайно в разговоре ронял фразы, которые могли быть истолкованы двуяко. Он критиковал перегибы в советской политике. Он выражал умеренную симпатию к западной демократии. Это был рискованный танец на лезвии бритвы. И его заметили. Первыми на него обратили внимание сотрудники датской контрразведки ПЭТ. Они начали его осторожную разработку.
устанавливали с ним контакты через своих агентов, проверяли его, прощупывали. А затем, убедившись, что он не подстава, и поняв, какой невероятный потенциал несет в себе этот молодой офицер КГБ, они сделали то, что всегда делают маленькие, но умные разведки. Они передали его старшим братьям, тем, кто мог освоить такой ценный актив в полную силу. Британской секретной разведывательной службе Ми-6. Первый контакт с британцами состоялся на конспиративной квартире в Копенгагене. Это была не вербовка в привычном смысле слова. Это был разговор двух джентльменов. Гордеевский сразу сказал, что его не интересуют деньги. Его мотив идеологический. Он хочет помочь Западу понять истинную природу советского режима, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, к которой, как он был уверен, ведет мир советская геронтократия. Британцы ему поверили. Они увидели перед собой не просто потенциального предателя, а идейного борца. И они начали с ним работать. Так, в 1974 году Олег Гордеевский стал полноценным двойным агентом. Агентом Санбим, как его назвали в Ми-6. Началась его двойная жизнь. 11 лет смертельно опасной, изнуряющей игры. Днем он был капитаном, а затем майором Гордеевским, успешным сотрудником Копенгагенской резидентуры. Он писал отчеты в Центр, участвовал в операциях, вербовал агентов. Его ценили как умного, перспективного аналитика. А по ночам или во время тайных встреч в парках и на конспиративных квартирах он превращался в Санбим. Он передавал своим британским кураторам все, что знал. Структуру резидентуры, имена агентов, планы Центра. Он был для Ми-6 окном в самое сердце их главного противника. Это требовало нечеловеческого напряжения. Он постоянно жил в страхе, боялся прокола, слежки, предательства. Любое неосторожное слово, любой косой взгляд мог стать для него последним. Он научился контролировать каждый свой жест, каждую свою мысль. Он стал идеальным актером, который ни на секунду не выходит из роли. Он жил в аду, но он верил, что его жертва не напрасна. Он верил, что помогает сохранить хрупкий мир, который так легко могли разрушить стареющие параноидальные вожди в Кремле. И вскоре ему представился шанс доказать это на деле. Шанс, который сделал его самым ценным агентом, которого когда-либо имела Британия. Часть 2. Двойная жизнь в Лондоне. Годы работы в Копенгагене стали для Олега Гордеевского школой двойной жизни. Он научился балансировать на лезвии ножа, быть одновременно и охотником, и дичью. Его донесения в Ми-6 были безупречны. Он передал британцам информацию о всей сети КГБ в Скандинавии, включая имена агентов, внедренных в датское правительство и НАТО. При этом его работа на Москву тоже была образцовой. Он писал блестящие аналитические отчеты, участвовал в успешных вербовках, и его репутация в Центре росла с каждым годом. Он был настолько хорош, что в 1982 году его ждало долгожданное и заслуженное повышение. Его переводили в одну из самых важных и престижных резидентур КГБ в мире – в Лондон. Для британской разведки это была невероятная удача. Их самый ценный агент теперь должен был работать прямо у них под носом, в самом сердце их страны. Это упрощало контакты и повышало ценность его информации до заоблачных высот. Для самого Гордеевского это было и триумфом, и новым смертельным риском. Работать под прикрытием в тихом Копенгагене было одно, а в Лондоне, который кишел агентами КГБ и где контрразведка Ми-5 работала как часы, совсем другое. Любая ошибка здесь стоила бы ему жизни. Он прибыл в Лондон на должность советника посольства, что было дипломатическим прикрытием для его работы в резидентуре. Он быстро освоился. Его аналитические способности, его знания Британии, его умение находить общий язык с людьми были оценены по достоинству. Он стал одним из ведущих экспертов резидентуры по анализу британской политики. Ему на стол ложились самые секретные документы, планы операций, донесения агентуры, шифрограммы из Центра. И вся эта информация через несколько часов уже лежала на столе у руководства Ми-6. Система связи была отлажена до мелочей. Раз в 2 недели, по вторникам, Гордеевский выходил на прогулку.
В определенном месте, например, у витрины магазина или на скамейке в парке, он оставлял условный знак. Если ему нужно было передать срочную информацию, он брал в руку сумку из определенного супермаркета. Если все было спокойно, просто проходил мимо. Если сигнал был получен, назначалась встреча на конспиративной квартире в одном из тихих районов Лондона. Он приходил туда, используя все методы ухода от возможной слежки. Его встречал его личный куратор из Ми-6. Они по несколько часов беседовали. Гордеевский по памяти, никогда ничего не записывая, пересказывал содержание секретных документов. Его куратор записывал. Потом они обсуждали политическую ситуацию, строили прогнозы. Это были не просто встречи агента с хозяином. Это были беседы двух коллег, двух интеллектуалов, которые пытались понять логику друг друга. Гордеевский передал британцам столько ценной информации, что ее хватило бы на несколько шпионских романов. Он раскрыл имена десятков советских агентов, внедренных в британское правительство, в профсоюзы, в научные центры. Он предупреждал о готовящихся операциях по дезинформации. Он предоставлял детальный анализ психологии членов Политбюро, что позволяло Маргарет Тэтчер и ее правительству лучше понимать, с кем они имеют дело. Но самой важной, поистине исторической, стала та роль, которую он сыграл осенью 1983 года, в самый опасный момент холодной войны со времен Карибского кризиса. После смерти Брежнева к власти в СССР пришел Юрий Андропов. Бывший председатель КГБ, он принес с собой на вершину власти параноидальный страх своего ведомства перед внезапным ядерным нападением со стороны США. В КГБ и ГРУ была запущена сверхсекретная глобальная операция под кодовым названием «РЯН» – ракетно-ядерное нападение. Все резидентуры по всему миру получили приказ искать признаки подготовки Запада к первому удару, любые. Массовая сдача крови в госпиталях, усиление охраны на военных базах, необычная активность в правительственных бункерах. В Москве царила настоящая военная истерия. Андропов и его окружение, напуганные жесткой риторикой Рональда Рейгана, его империей зла и звездными войнами, действительно верили, что американцы готовятся к войне. И вот в этой взрывоопасной атмосфере НАТО начало проводить свои плановые командно-штабные учения Able Archer 83. Это были ежегодные учения, но в тот год они были особенно масштабными. В них впервые участвовали главы государств. Отрабатывались новые, более реалистичные процедуры по переводу войск в высшую степень боевой готовности, имитирующие переход к ядерной войне. Для Москвы, находящейся в состоянии паранойи, эти учения стали последней каплей. Аналитики на Лубянке и в Генштабе сложили 2 и 2 и получили Армагеддон. Они решили, что учения — это лишь прикрытие, что под их видом американцы готовят реальный обезглавливающий удар по СССР. В советских дивизиях ракетных войск стратегического назначения была объявлена повышенная боеготовность. Ядерные боеголовки были установлены на ракеты. Пальцы генералов лежали на красных кнопках. Мир оказался на грани ядерной войны, даже не подозревая об этом. И единственным человеком на Западе, который знал о реальном положении дел в Москве, был Олег Гордеевский. Он, как один из ведущих аналитиков лондонской резидентуры, получал те самые панические шифрограммы из центра. Он видел, как его коллеги по резидентуре лихорадочно ищут признаки нападения. Он понимал, что его начальники в Москве сошли с ума и готовы нажать на кнопку, неверно истолковав абсолютно рутинные действия НАТО. Он немедленно подал сигнал о срочной встрече. На конспиративной квартире он доложил своему куратору всю информацию. Они не шутят. Они действительно верят, что вы готовитесь напасть. Они в шаге от того, чтобы нанести превентивный удар. Вы должны немедленно что-то сделать, снизить активность, дать им сигнал, что это всего лишь учение. Информация от Гордеевского, помеченная грифом «Молния», немедленно легла на стол Маргарет Тэтчер. А она, осознав всю чудовищность ситуации, срочно связалась с Рональдом Рейганом. На Западе были в шоке. Они играли в свои военные игры, даже не подозревая, что на другой стороне их воспринимают всерьез. Реакция была немедленной. Характер учений Able Archer был резко изменен. Были отменены некоторые провокационные этапы. По дипломатическим каналам в Москву были посланы успокоительные сигналы. И это сработало. В Москве
увидев, что агрессивная активность НАТО пошла на спад, постепенно успокоились. Состояние повышенной боеготовности в ракетных войсках было отменено. Мир, сам того не зная, отошел от края пропасти. Историки до сих пор спорят, насколько реальной была угроза в 1983 году. Но большинство сходится во мнении, что информация, переданная Олегом Гордеевским, сыграла ключевую, решающую роль в предотвращении ядерной катастрофы. Он, один человек, своим мужеством и своим предательством спас мир. Его ценность для Запада после этого стала абсолютной. Он был не просто агентом, он был их глазами и ушами в самом центре принятия решений в Кремле. В начале 1985 года, после смерти Черненко, его карьера в КГБ достигла апогея. Резидент КГБ в Лондоне был отозван в Москву, и Гордеевского назначили исполняющим обязанности резидента. Фактически, он стал главой одной из самых важных резидентур советской разведки. Он был на вершине. Он еще не знал, что это была вершина, с которой ему предстояло рухнуть в пропасть. Он же знал, что в это же самое время за тысячи километров от него в Вашингтоне другой человек, одержимый жадностью и обидой на свое начальство, сделал шаг, который разрушит всю его жизнь. Начальник советского отдела контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс вошел в посольство СССР и предложил свои услуги. За $50 тысяч он передал советскому резиденту пакет с документами. В этом пакете были коронные бриллианты американской и британской разведки. Имена их самых ценных агентов, работающих внутри советских спецслужб. И первым именем в этом списке было кодовое имя Санбин – Олег Гордеевский. Для КГБ это была сенсация, шок. Информация, которую передал Эймс, была настолько подробной и точной, что сомнений не оставалось. Их лучший аналитик, их восходящая звезда, их будущий резидент в Лондоне был предателем, крысой, которая 11 лет сливала все их секреты англичанам. Но они не стали действовать немедленно. В КГБ не любили спешки. Арестовать его в Лондоне было невозможно. Нужно было выманить его в Москву. Тихо, без шума. И здесь, на своей территории, устроить ему допрос с пристрастием, выбить из него все, что он знает, а потом показательный суд и расстрел в подвале Лубянки. В середине мая 1985 года в лондонскую резидентуру пришла шифрограмма из центра. В ней полковнику Гордеевскому сообщалось, что Политбюро утвердило его в должности резидента, и он должен немедленно вылететь в Москву для получения инструкций и официального назначения. Это была идеальная приманка. Отказаться от такого вызова было невозможно, это было бы равносильно признанию. Гордеевский прочитал шифрограмму, и его сердце ухнуло. Он со своим опытом и чутьем сразу почувствовал ловушку. Утверждение в должности, для этого не нужно было лететь в Москву. Все можно было решить по закрытым каналам. Это был предлог. Его вызывали не для награды, его вызывали на казнь. Он немедленно подал сигнал о срочной встрече с своим британским куратором. Встреча состоялась той же ночью на конспиративной квартире. Люди из Ми-6 были в панике. «Олег, вы не должны лететь», — умолял его куратор. «Это ловушка. 100%. Они вас раскрыли. Мы не знаем как, но это факт. Если вы сядете в этот самолет, вы больше никогда не вернетесь. Мы можем организовать ваше бегство прямо сегодня ночью. Мы вывезем вас из страны». Гордеевский стоял перед самым страшным выдаром своей жизни. С одной стороны свобода, жизнь. С другой семья. Жена и 2 маленькие дочки, которые в тот момент находились в Москве. Он знал правила игры. Если он сбежит, его семья станет заложниками. Их не расстреляют, нет, но их жизнь превратится в ад. Вечный позор, клеймо семьи предателя, тотальный контроль КГБ. И он принял решение. Роковое, почти самоубийственное. «Я полечу», — сказал он. «Я должен. Если я не полечу, они уничтожат мою семью. А так, у меня есть шанс. Возможно, это ложная тревога. Возможно, я смогу их убедить, пройти проверку. Я должен рискнуть». Это был риск, граничащий с безумием. Но он сделал свой выбор. Он попрощался со своими кураторами, оставил им на всякий случай план экстренной эвакуации Пимлика,
который они разработали много лет назад, и вернулся в посольство. 19 мая он сел на рейс Аэрофлота Лондон-Москва. Когда самолет оторвался от полосы аэропорта Хитроу, он посмотрел в иллюминатор на удаляющийся Лондон и понял, что видит его, скорее всего, в последний раз. В Москве, в аэропорту Шереметьево, его встретили не так, как встречают будущего резидента. Никаких цветов, никаких поздравлений от коллег, лишь один хмурый полковник из отдела кадров и черная «Волга». «С приездом, Олег Анатольевич», — сказал он без улыбки. «Прямо отсюда едем в Ясенево. Руководство ждет». И начался ад. Его не арестовали. Его поселили в гостинице «Ведомственной», но с первого же дня начались беседы. Многочасовые, изнурительные разговоры в кабинетах штаб-квартиры ПГУ. Его проверяли перед новым назначением. Это были не допросы. Это были интеллектуальные пытки. С ним беседовали генералы из контрразведки, психологи, специалисты по дезинформации. Они задавали ему одни и те же вопросы в разной формулировке. Просили вспомнить детали операции десятилетней давности, сравнивали его старые отчеты с новыми. Они искали нестыковки, противоречия, малейшие признаки лжи. Гордеевский держался. 11 лет двойной жизни сделали его мастером самоконтроля. Его легенда была безупречна, его память отточена. Он отвечал спокойно, уверенно, иногда даже с легкой иронией, но он видел по их холодным, немигающим глазам, что они ему не верят. Он чувствовал себя бабочкой, приколотой к столу, которую рассматривают под лупой. Развязка наступила через несколько недель. Однажды вечером к нему в номер пришли двое и сказали, что его приглашает на дружеский ужин на одной из конспиративных дач сам начальник внешней разведки. Гордеевский понял, что это финал. Дача была роскошной. Накрытый стол, камин. Кроме начальника разведки, там еще было несколько незнакомых ему генералов. Они были подчеркнуто любезны, налили ему дорогого армянского коньяка, говорили о политике, о погоде. «Ну что, Олег Анатольевич, устали от наших проверок?» «Понимаю, но таков порядок. Последняя формальность, и поедете в Лондон уже полноправным резидентом. Давайте выпьем за ваше назначение». Он выпил. Коньяк был странного, горьковатого привкуса. И уже через несколько минут он почувствовал, как мир начинает плыть у него перед глазами. Его накачали психотропным препаратом, сывороткой правды. Он пытался сопротивляться, пытался контролировать свои мысли, свой язык. Но препарат был сильный. Сознание начало путаться. А они начали задавать вопросы. Прямые, убийственные. Ваше кодовое имя в Ми-6. Имена ваших кураторов. Какую информацию вы передали в 83-м году по операции «Рян»? Он не помнил потом, что именно он говорил. Он помнил лишь, что отчаянно боролся. Он притворялся, что теряет сознание. Он нес какой-то бред, смешивая правду с мыслью. Он цеплялся за свою легенду, как утопающий за соломинку. Допрос продолжался несколько часов. Потом он провалился в темноту. Очнулся он уже в гостинице своей комнате. Голова раскалывалась, во рту был вкус меди. Он был жив и на свободе. На следующий день его снова вызвали в Ясенево и сказали, что проверки закончены. Что он может отдохнуть несколько дней у родственников, а потом начнется процедура оформления его нового назначения. Ему даже вернули его заграничный паспорт. Но он все понял. Они не получили от него прямого признания. Сыворотка правды — не стопроцентная гарантия. Но они получили достаточно, чтобы быть уверенными в его вине. А на свободе его оставили лишь по одной причине. Они хотели взять его с поличным. Они ждали, что он, запаниковав, попытается связаться со своими хозяевами, и в этот момент его и арестуют, с неопровержимыми доказательствами, чтобы устроить громкий, показательный процесс. Он понял, что за ним установлено круглосуточное, тотальное наблюдение. Что каждый его шаг, каждый его вздох
теперь контролируется лучшими специалистами из «семерки» — Управление по борьбе с наружным наблюдением. Игра была окончена. Теперь начиналась гонка. Гонка на выживание. У него были считанные дни, а может быть и часы, чтобы попытаться совершить невозможное. Активировать план побега и исчезнуть. Часть 4. Операция Пимлико. Осознав, что он дичь, на которую вот-вот начнется финальная охота, Олег Гордеевский не впал в панику. Годы двойной жизни научили его подавлять страх и действовать с холодным, расчетливым хладнокровием. Он знал, что у него есть один единственный, призрачный шанс на спасение – план экстренной эвакуации, разработанный для него Ми-6 много лет назад. Операция под кодовым названием «Пимлико». План был дерзким и одновременно простым, как все гениальное. Он состоял из 2 частей. Первая – подача сигнала. Вторая – выход на точку эвакуации. Сигнал был тщательно продуман, чтобы не вызывать подозрений. Каждый вторник, ровно в 7:30 вечера, сотрудник британского посольства, который на самом деле был офицером Ми-6, должен был проходить мимо определенной булочной на Кутузовском проспекте. Если Гордеевский хотел подать сигнал, он должен был в это же самое время оказаться у витрины этого магазина, держа в руке полиэтиленовый пакет из универмага Safeway. Пакет из британского супермаркета был ключевой деталью, неким паролем, который невозможно было подделать или сымитировать КГБ. После подачи сигнала Гордеевский должен был ждать ответа. Через несколько дней на той же улице он должен был увидеть своего связного. Если тот шел с чоколадкой Марс в руке, это означало «сигнал получен, жди инструкций». Если с Кит-Кат, сигнал неясен, повтори. Активировать этот план, находясь под круглосуточным колпаком «семерки», было почти невыполнимой задачей. «Семерка», 7-е управление КГБ, была элитой из элит. Это были не просто топуны. Это были интеллектуалы контрразведки, мастера маскировки и психологии. Они работали бригадами по 20-30 человек, используя машины, радиосвязь, агентов в штатском, переодетых в дворников, в продавщиц мороженого, в случайных прохожих. Оторваться от такой опеки считалось невозможным. Но Гордеевский должен был попытаться. Он начал свою игру. Он делал вид, что ничего не подозревает. Он ездил по Москве, встречался с родственниками, ходил в магазины, вел себя как обычный человек, вернувшийся из долгой командировки. Но каждый его шаг был продуман. Он изучал маршруты, запоминал лица, пытался выявить свою наружку. Они были повсюду. Неприметная «Волга», которая всегда оказывалась в 2-3 машинах позади, мужчина, читающий газету на скамейке в парке, мимо которого он проходил, женщина с коляской у входа в магазин. Он чувствовал их незримое присутствие кожей. Ближайший вторник, день возможной подачи сигнала, приближался. Ему нужно было найти предлог, чтобы оказаться в 7:30 вечера на Кутузовском проспекте. Просто так поехать туда он не мог, это сразу вызвало бы подозрение. И он придумал ход. Он позвонил жене и сказал, что соскучился по хорошему пиву и хочет съездить в знаменитый пивной бар «Жигули» на Калининском проспекте. Это было совсем рядом с Кутузовским. В назначенный день, во вторник, он вышел из дома. Он знал, что наружка уже ведет его. Он сел в свою машину и поехал в центр. Он вел машину нарочито расслабленно, иногда даже чуть-чуть нарушая правила, как обычный советский водитель. Он видел в зеркале заднего вида, как за ним, не отставая, идут 2 машины сопровождения. Он доехал до Калининского, припарковался, вышел из машины. В руке у него был тот самый драгоценный пакет из Safeway, который он много лет хранил как зеницу ока. Теперь начинался самый сложный этап. Ему нужно было оторваться от хвоста хотя бы на несколько минут, чтобы подать сигнал и не засветить при этом своего связного. Он вошел в огромный универмаг «Москвичка». Это было идеальное место для маневра. Толпы людей, множество входов и выходов. Он начал петлять между отделами, делая вид, что выбирает жене подарок. Он чувствовал, как за ним на расстоянии движутся несколько топунов. И тогда он совершил рывок.
Он быстро прошел через отдел тканей, нырнул в служебный коридор, о котором знал заранее, выскочил через черный ход во двор и бросился бежать. Он бежал по московским дворам, перепрыгивая через заборы, как мальчишка. Он знал, что у него есть всего несколько минут, пока наружка, не потеряв его в виду, не перекроет весь квартал. Он выскочил на Кутузовский проспект. До заветной булочной было несколько сотен метров. Он посмотрел на часы. 7 часов 28 минут. Он успевал. Задыхаясь, он добежал до витрины и замер. Он стоял, делая вид, что разглядывает пирожные, и крепко сжимал в руке пакет из Safeway. Сердце колотилось так, что готово было вырваться из груди. Он не оглядывался, но чувствовал, что время идет. Прошла, казалось, вечность, и тут он увидел его. С другой стороны улицы, не спеша, шел человек. Обычный прохожий. Но Гордеевский узнал его. Это был один из сотрудников британского посольства. Их почтальон. Человек прошел мимо, бросив на витрину короткий, почти незаметный взгляд. Он не остановился, он не изменил походки. Но Гордеевский знал, он его увидел. Сигнал был подан. Теперь нужно было немедленно исчезнуть, замести следы. Он быстрым шагом пошел в другую сторону, снова нырнул в переулке и через 10 минут, сделав большой крюк, как ни в чем не бывало, вышел к тому самому пивному бару «Жигули», куда он якобы и направлялся. Он вошел, сел за столик, заказал кружку пива. Через несколько минут в бар ворвались двое из его наружки. Их лица были злыми и взмыленными. Они увидели его, с облегчением выдохнули и сели за соседний столик, делая вид, что они обычные посетители. Первая часть плана была выполнена. Сигнал был подан. Но теперь начиналось самое мучительное – ожидание ответа. Следующие несколько дней он жил в аду. Он знал, что его провал в универмаге не прошел даром. «Семерка» была в ярости. Они поняли, что он пытался от них оторваться. Опека стала еще плотнее. Теперь за ним ходили почти в открытую, не маскируясь. Это было психологическое давление. Ему давали понять: «Мы знаем, что ты что-то задумал, но у тебя ничего не получится». Он должен был увидеть ответный сигнал. Но как это сделать, если за каждым твоим шагом следят? И снова ему пришлось импровизировать. Он знал, что по четвергам его жена ходит в булочную на той же улице. Он случайно решил пойти вместе с ней. Они шли по улице, а за ними на расстоянии шла целая бригада топтунов. Они подошли к булочной, и в этот момент Гордеевский увидел своего связного. Тот шел им навстречу, и в руке у него была большая плитка шоколада «Марс». «Сигнал получен. Жди инструкций». Сердце Гордеевского подпрыгнуло от радости и облегчения. Машина спасения была запущена. Теперь ему нужно было ждать. Ждать следующего, самого главного сигнала. Сигнала, который укажет ему точное время и место эвакуации. Этот сигнал должен был быть подан по радио, через всемирную службу BBC. В определенное время, в определенной передаче, диктор должен был произнести кодовую фразу. Гордеевский начал слушать радио. Каждую ночь, запершись в своей комнате, он с наушником в ухе крутил ручку своего приемника спидола, пытаясь сквозь треск и вой глушилок поймать заветную волну. Он ждал. Неделю, 2. Напряжение было нечеловеческим. Он понимал, что его арест – это лишь вопрос времени. И вот, в одну из ночей, в середине июля, он услышал это. Сквозь помехи, сквозь треск, женский голос диктора, читавший отрывок из какого-то английского романа, вдруг произнес: «И когда ты пойдешь по этой дороге, помни, что встреча назначена на 7:30. Это была она,
Кодовая фраза. Встреча назначена на 7:30. Он знал, что это значит. Побег. Завтра. В 7:30 вечера. Точка сбора. Условленное место на Ленинградском шоссе на выезде из Москвы. Обратного пути больше не было. Часть 5. Побег границы. 19 июля 1985 года. Этот день должен был стать последним днем Олега Гордеевского в Советском Союзе. Или последним днем его жизни. Он проснулся с ледяным спокойствием. Страх ушел. Остался лишь холодный, предельно ясный расчет. У него был один единственный шанс. Одна попытка. Весь день он вел себя как обычно. Утром он сказал жене, что поедет за город, на пробежку. Это было частью его еженедельного ритуала и не должно было вызвать подозрений. Он надел спортивный костюм, взял с собой небольшую сумку с документами и несколькими тысячами рублей. Он попрощался с дочками и вышел из дома. Он знал, что видит их, скорее всего, в последний раз. Наружка уже ждала его. 2 неприметные «Волги» у подъезда. Он сел в свою машину и поехал в сторону Ленинградского шоссе. Теперь начинался самый сложный этап. Ему нужно было оторваться от хвоста. Он ехал не спеша, соблюдая все правила. Он должен был выглядеть максимально естественно. Он знал, что топтуны расслаблены. Пробежка — это рутина. Они были уверены, что держат его на коротком поводке. Он доехал до условленного места, небольшого лесопарка. Вышел из машины, потянулся как человек, готовящийся к тренировке, и побежал. Побежал не по главной аллее, а вглубь леса, по узкой, едва заметной тропинке. За ним, выскочив из своих машин, побежали 2 топтунов. Гордеевский был в отличной физической форме. Он бежал быстро. Он петлял между деревьями, используя каждую складку местности. Он знал, что у него есть всего несколько минут форы, пока его преследователи не вызовут подкрепление и не перекроют весь лес. Он выскочил на другую сторону лесопарка, к железнодорожным путям. Он рассчитал все заранее. В это время здесь должна была проходить электричка. Он услышал ее гудок. Перебежал через пути буквально перед самым ее носом, заставив машинистов взвыть от ярости. Его преследователи, отставшие на несколько десятков метров, были отрезаны поездом. Он выиграл еще несколько драгоценных минут. Он бежал, не останавливаясь. До точки встречи оставалось около километра. Это был ничем не примечательный поворот на проселочную дорогу. Он добежал туда, задыхаясь, и спрятался в кустах. Он посмотрел на часы. 7 часов 32 минуты. Он успел. Теперь оставалось ждать. И молиться, чтобы они тоже успели. И чтобы его не нашли раньше времени. Он слышал, как вдалеке раздаются голоса. Лай собак. 7 уже начала прочесывать район. И тут он увидел их. Из-за поворота не спеша выехали 2 машины. Дипломатические форды с красными посольскими номерами. Это были они. Машины остановились рядом с ним. Дверь открылась. Он, не раздумывая, нырнул внутрь. «Поехали!» — крикнул он. За рулем сидел офицер Ми-6 из московской резидентуры. Рядом его жена, тоже агент, игравшая роль прикрытия. В машине были их дети. Идеальная картина семейной поездки на пикник. Начался самый опасный этап. Гонка к финской границе. 600 километров по советским дорогам. Гордеевского спрятали в багажнике, но не просто в багажнике, а в специально оборудованном крошечном тайнике, замаскированном под часть кузова. Места было так мало, что он мог лежать только в одной скрюченной позе. Ему дали бутылку с водой и кислородный баллон. Машины тронулись. Он лежал в полной темноте, в тесноте, слушая гул мотора и стук своего сердца. Он был полностью во власти своих спасителей. Любая случайность, любая проверка на посту ГАИ могла стать для них концом. Они ехали всю ночь. Несколько раз их останавливали. Гордеевский слышал приглушенные голоса гаишников, проверявших документы. Слышал, как жена дипломата мило щебетала с ними, предлагая сигареты Марльборо. Дипломатический статус и наглость британцев срабатывали. Их отпускали.
Самый страшный момент ждал их на границе. Советский пограничный пункт в Торфяновке. Машина заехала в бокс для досмотра. Двигатель заглушили. Наступила тишина. Гордеевский слышал, как открываются и закрываются двери, как пограничники простукивают обшивку, как рядом с машиной у самого его уха заскрипели сапоги. А потом он услышал то, от чего у него замерло сердце. Лай собаки. Служебная овчарка, натренированная на поиск людей, залаяла и начала скрести лапами по багажнику. Прямо над его головой. «Что там у вас, товарищ дипломат?» — услышал он подозрительный голос советского офицера. «Да ничего особенного», — ответил спокойный, чуть высокомерный голос британца. «Продукты. Едем на пикник в Хельсинки. А собака, она, наверное, учуяла запах наших сэндвичей с ветчиной. Хотите угостить ее?» Жена дипломата что-то ласково сказала собаке, открыла сумку-холодильник и начала шуршать упаковками. Запах жареной курицы и сыра наполнил бокс. Собака, отвлекшись, перестала лаять и начала скулить, выпрашивая угощение. «Порядок, товарищ майор, ничего подозрительного», — доложил кинолог. Пограничник еще несколько раз обошел машину, поколебался, но вступать в конфликт с иностранными дипломатами из-за собаки, которая учуяла еду, он не решился. «Проезжайте», — бросил он. Машина тронулась. Она медленно проехала через шлагбаум. А потом, выехав на нейтральную полосу, резко набрала скорость. Через несколько минут двигатель снова заглушили. Крышка тайника открылась. Яркий дневной свет ударил в глаза. «Вылезайте, мистер Гордеевский», — сказал ему британский дипломат с улыбкой. «Добро пожаловать в Финляндию. Добро пожаловать на Запад». Он вылез из своего укрытия, шатаясь. Ноги не слушались. Он вдохнул полной грудью холодный чистый воздух свободы. Он был спасен. В Москве, когда стало ясно, что Гордеевский исчез, разразился скандал грандиозного масштаба. Это был самый унизительный провал в истории КГБ. Упустить из-под носа, из центра Москвы, главного предателя. Полетели головы. Десятки офицеров из «семерки» были уволены или сосланы в дальние гарнизоны. Началась тотальная охота на ведьм, поиски сообщников. Семья Гордеевского, его жена и дети, стали заложниками. Их не тронули, но им запретили выезд из страны. Лишь через 6 лет, уже после распада СССР, им разрешили воссоединиться с ним в Англии. Сам Олег Гордеевский стал на Западе героем. Он консультировал правительство, писал книги, получил рыцарский титул от королевы Елизаветы. Но он так и остался человеком, потерявшим родину. В России, уже в новой, его заочно приговорили к расстрелу за измену. Этот приговор до сих пор не отменен. Его история — это классический шпионский роман, написанный самой жизнью. История о выборе, о предательстве и о мужестве. О том, что в вечной, тайной войне спецслужб не бывает простых ответов и не бывает победителей. А цена за идеологический выбор иногда оказывается выше, чем сама человеческая жизнь.